Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Сегодня мотивация на пошив чехла для гладильной доски. Думаю, многие планируют это сделать, но руки никак не доходят. Давайте сделаем это вместе. Мне передали гладильную доску без чехла, просто металлическая поверхность. Готовый покупать не стала, цены кусаются, да и не факт, что подойдет по размеру. Решила сделать все сама, из простых материалов, быстро и по своим меркам. Расскажу, на что стоит обратить внимание. Присоединяйтесь, может пригодиться. Моя гладильная доска не убирается в шкаф и стоит на видном месте, поэтому дизайн чехла важен. Подобрала ткань с принтом, который подходит к моему интерьеру. Сама ткань прочная, плотная. Это катон, он не тянется, выдержит любую нагрузку и температуру, прослужит долго. Подложку буду делать из слимтекса, он в отличие от синтепона плотный и не сутюживается. Плотность у меня 100 грамм на метр. Сделаю 2 слоя. Доска довольно большого размера, поэтому располагаюсь на полу. Для начала я кладу доску вверх тормашками на кусок слимтекса. Совмещаю один край со срезом, чтобы было меньше отходов, и обвожу по контуру. В труднодоступных местах стараюсь поставить хотя бы метки, потом их соединю. Убираю доску в сторону. Синтепон для подложки брать не рекомендую. Поролон, на мой взгляд, тоже не лучший вариант. Войлок – это самый надежный выбор. Если есть дома старое суконное одеяло, оно тоже подойдет. Подложка повторяет контуры доски, поэтому буду использовать ее в качестве выкройки. Скалываю булавками со вторым слоем слимтекса. По размеру вторая деталь будет больше первой. Хочу перекрыть боковые стороны доски. Толщина моей доски 1,5 см. Сделаю с небольшим запасом. От края заготовки отложу по контуру расстояние длиной 2 см. Соединю все наметки плавной линией. Вырезаю. Беру деталь подкладки меньшего размера и теперь уже скалываю с основной тканью. Чтобы чехол хорошо держался на поверхности, сделаю заход на нижнюю сторону доски. Откладываю по всему контуру заготовки 9 см. Этой длины будет вполне достаточно и на заход, и на обработку срезов. Соединила все наметки плавной линией. Осталось срезать все лишнее, и выкройка чехла почти готова. Рекомендую готовую выкройку сложить по центру и проверить симметричность сторон. Увидела в интернете интересный пошив чехла и решила сшить себе похожий. Эксперименты – это про меня. И для начала поработаю с выкройкой основной детали. Скругленные углы делю пополам и откладываю к центру 1,5 см. Через полученную точку проведу перпендикулярную линию от края до края. Второй угол размечаю точно так же. Срежу все лишнее по намеченным линиям. Узкая сторона основной детали. Нахожу центр и опускаю вниз перпендикуляр длиной 1 см. Через него провожу линию. Все лишнее срезаю. Срезанные участки нужно обработать. Подгибаю срез на 1 см и еще раз на 1 см. Для удобства зафиксирую зажимами. На широкой стороне заготовки обрабатываю 2 среза по углам. Закреплю подгибку обычной прямой строчкой. Ткань у меня плотный катон, поэтому иглу взяла для джинсовой ткани. Углы на заготовке обработала. На оставшихся срезах буду формировать кулиску для резинки. Первый раз подгибаю 1 см, второй – 2 см. Ширина кулиски зависит от ширины резинки, которую будете использовать. Дальше боковые срезы. Здесь все просто. С этой стороны боковые срезы скроены по прямой.
С узкой стороны крой идет по косой. Чтобы удобнее было работать, кулиску нужно заутюжить. Приутюжила сначала по сгибу, затем сняла булавки и заутюжила кулиску с паром, чтобы она приняла нужную мне форму. Закрепила прямой строчкой, по краям поставила закрепки. С углами на широкой стороне еще поработаю. Складываю угол пополам. Совмещу срезы и закреплю булавкой. По сгибу отмеряю 5 см. Полученную точку соединю с краем. Второй угол подготовлю также. По разметке проложила строчку, по краям поставила закрепки. Сформировала объем для широкой стороны. Когда делают сплошную кулиску для резинки, на скруглениях закладывают складки, чтобы сформировать уголки. С этим способом уголки выглядят аккуратнее. Обычно в кулиску вставляют резинку. У меня резинка китайская, качество оставляет желать лучшего. Решила использовать репсовую ленту шириной 1 см. Она прочная и прослужит долго. Вставлять ленту в кулиску буду обычной булавкой. Кулиску сразу распрямляю, чтобы не было сборок. В уголках все просто. Вышла из одной кулиски, зашла в следующую. Закончила с противоположной стороны. Подложка у меня будет из 2 деталей. Слимтекс с одной стороны имеет более гладкую поверхность. Ее оставлю с лицевой стороны. Внутри будет более пушистый слой. Чтобы детали не сдвигались относительно друг друга, соединю их строчкой. Строчку прокладывала по краю детали меньшего размера. Длину стежка взяла максимальную. Натяжение нити ослабила, чтобы строчка не стягивала детали. Поверхность моей доски металлическая, соответственно, она гладкая и скользкая. Чтобы подложка не ерзала по ней, закреплю ее двухсторонним скотчем. Покупала его в строительном магазине. Снимаю защитную пленку. Решила использовать точечную фиксацию. Думаю, этого будет вполне достаточно. На подложке деталь меньшего размера кладу вниз. Закреплю подложку на поверхности гладильной доски. Разровняю и придавлю по бокам. Длина тесьмы в кулиске должна соответствовать длине чехла. И еще добавила завязки. Осталось одеть чехол на доску. Начну с широкой стороны. Одену уголки и, придерживая подложку, постепенно дойду до края. Концы тесьмы натягиваю и завязываю. Лишнее срезаю. Оставшиеся кончики можно спрятать под чехол. Под низ хоть и не будет никто заглядывать, но хочется, чтобы там тоже выглядело все достойно. Чехол сделала поплотнее, чтобы служил подольше. Теперь доска как новенькая, все как я люблю. Новый чехол сел отлично, гладить одно удовольствие. Надеюсь, мое видео вдохновит вас обновить гладильную доску быстро, бюджетно и практично. Жду ваши комментарии, я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео, где мы с вами будем делать опять что-то интересное.